Ссылка будет под видео в описании, где все вы сможете сделать онлайн. Значки, логотипы и так далее. Привет, друзья! Чтобы сделать хороший значок, логотип, либо же иконку, да, вот как выглядит вверху страницы, да, где я вожу. Он запоминающий, или вот как у блогера, видите, нам самое главное подобрать сначала фон, а потом уже поместить наш логотип. Это может быть буква или символ, какой-то знак и так далее. Выбираем. Давайте сначала фон нам нужен. И нам, как всегда, добавили мы фон, да, допустим, этот нам понравился. И нам, как всегда, сначала нам надо сделать размер, нужен нам размер. Давайте 100 на 100 квадрат сделаем. Возьмем блогер. Он до 100 килобит требует размера. Переходим в настройки, значки и вот описание. Так везде, вот видите, пишет не больше 100 килобит. И вот тут мы уже играемся с размерами. Я делаю 100 на 100. Вы выставили 100 на 100 и нажимаем просто сжать и скачать. Подготавливаем нужные размеры. Добавляем его обратно сюда. Уже готовый размер. Как вы видите, у меня уже есть готовые образцы. И теперь нам надо, если мы хотим логотип, нам, конечно же, надо добавить буковку. Свой логотип, какой мы хотим. Допустим, мы выбрали первую букву нашего домена или название, вставили, подобрали ее размер, чтобы она у нас так красиво, хорошо смотрелась вверху. Выбираем размер текста, двигаем как нам надо. Самим собой жирный выбираем. И теперь самое главное нам подобрать цвет самого текста. Подбираем цвет. Вот этот курсив можем немножечко согнуть. Можем две буквы добавить, скачать и потом добавить. Уже смотрим и играемся. Давайте я вам покажу пример. Вот так вот я две буквы наложу. Зеленая и белая. Ну, по-разному подбираем, и как нам нравится. Сначала мы, опять же, скачиваем и смотрим, сколько у нас выходит килобит. Вот наше изображение. И вот наши килобиты. 23 килобита. Все, мы вталпливаемся по нашему весу картинки, так что мы можем спокойно его добавлять. Нам сжимать не надо. Если же, когда буквы много добавляете, то я рекомендую еще раз сжать и скачать. Либо же уменьшить размеры, поставить там 80 на 80. Но именно, чтобы сжать, чтобы мы в вес картинки. И просто теперь заходим и добавляем. Давайте я покажу вот с двумя буквами белыми, как выглядит значочек. Уже запоминающий. Буква S. И этот цвет. Отличный логотип получился. Ну, теперь давайте посмотрим с буквой В. Нажимаем «Выбрать файл» и добавляем этот значок. И нажимаем «Сохранить». И сейчас он через некоторое время покажет. Пришлось ставить в другой блок, так как он долго. Но я вот, например, вот с буквой В вы видите, размер буквы чуть-чуть не угадали. И вот первый значок с буквой S. Вы видите, как логотип выглядит. Так что вот это вот важно учитывать. Букву логотипа, чтобы ее было хорошо видно. Мы опять закидываем наш значок, уже готовый логотип, и добавляем еще одну букву. И ставим ее как мы хотим, больше-меньше, играясь размером. Сделать то, что нам не понравилось. Допустим, к примеру, вот так вот, и опять скачиваем, либо же сжать и скачать, если по размеру не так. Скачиваем еще раз, рассматриваем. Видите, да, у нас маленькая 100 на 100 размерчик, вот так вот он выглядит, значочек наш с логотипом. И так мы работаем далее. Если мы хотим сделать какое-то наложение, допустим, добавить стрелочек, то сами собой опять мы закидываем и выставляем стрелочки
в разные стороны. Все легко подвигается, настраиваем, как нам надо. И так же самое все скачиваем, проверяем. Открываем следующую страницу нашего сайта, вставить фото на фото. И теперь мы картинку добавляем в эту область. И, допустим, попробовать сюда добавить смартфон. Открываем. И вот наш смартфон. Самое главное с размерами сразу работает. Теперь вот за красненькую точку мы чуть-чуть его сделаем. Но не забывайте, что у нас же 100 на 100. Помещаем куда мы хотим. Выставляем наш размер, который мы помним, 100 на 100. Больше нам не надо, чтобы оно его не растянуло. И скачать. Тот же самый размер у нас получился, 24,5, не изменилось. Вот, наше фото, отлично. Вот такой у нас значочек получился. Чуть-чуть не угадали мы со смартфоном, чуть-чуть надо его увеличивать. Принцип вы поняли. Самое главное, если превышает вам нужный размер, вы нажимаете сначала в том же размере, просто сжать и скачать. Если же превышает 100 килобит, там, или какой сайт вас попросит, значит чуть-чуть меньше выставите, там, допустим, 90 на 90. И уменьшите сразу, чтобы не потерять же качество нам самое главное. И уменьшить, сжать и скачать. Потому что эта функция сжать и скачать, она очень хорошо. Практически без потерь качества. Но все же имеет свое, как говорится, место. В общем, вот таким макаром мы подгоняем наши значки, иконки, логотипы. Изначально убедившись, какие требуют размеры. Обычно значки требуют квадратными и до 100 килобит и больше. На этом все. Всем пока. Ссылки будут под видео в описании, где вы все сможете сделать онлайн.